Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и сейчас я покажу, как рисовать быстро, просто хорошо на примере своей графики, на примере реальных проектов, моего скетчбука, ландшафтных архитектурных проектов, и вы можете перенять себе эту тему и использовать для себя, для пользы, для своих проектов и для своих творческих задач. Для своих эскизов я использую вот такой вот скетчбук, это скетчбук Art Creation, и у него молочная бумага, сейчас я покажу. Вот так выглядит эта симпатяшка, и название Art Creation. Вот он такой, не очень толстый, не помню, листов, наверное, 100, если ничего не путаю, может быть 90. С такой удобной штучкой для того, чтобы делать закладки. И буду показывать на примере одного из листиков моего скетчбука. Чтобы иметь некоторые представления о моей графике, вкратце покажу другие листы моего скетчбука. Такая небольшая ретроспектива, это все ландшафтные и архитектурные проекты. Таким образом я рисую и таким образом я преподаю. Если вам интересна такая графика, то подписывайтесь по ссылке в шапке профиля и в описании к видео на мой сервис Boosty. Там ежемесячная плата 400 рублей, и вы поймете все секреты этой техники. А ее корни лежат в итальянской школе скетчинга и быстрого рисунка и во множестве европейских проектов, которые я проходил для того, чтобы научиться таким образом осмыслять и подавать проект. В общем, этого тут много, и таких скетчбуков у меня много. И возьмем простой симпатичный листик. Буду показывать на примере вот этого одного сегмента, одного фрагмента из проекта прошлой весны и иллюстрировать, каким образом можно думать над проектом, и можно вот эти вот мысли, которые вам приходят в голову с помощью простых инструментов скетчинга и рисования, выкладывать на лист для того, чтобы это все было просто и симпатично. И чтобы ваша книга по проекту росла и становилась эффектной и привлекательной во всех смыслах. Например, я делал такую историю с колокольней, которую я могу установить на небольшое такое возвышение, и с площадкой, с которой можно обозревать окрестности. Там вид на озеро. Я думал, может быть колокольня, может быть что-то, что перекликается с идеей растральной колонны, потому что в том месте есть для этого обоснование. Потому что в том месте есть реальное для этого обоснование, поэтому вот эта вот идея пришла сюда. И вот два варианта. Один колокольня, другой колонна. И к этой колонне ведет мостик. Этот мостик я уже разбирал в одном из своих видео. Можно посмотреть у меня на канале. Сейчас я перелистну вот эти штуки. Вот эта вот идея мостика, да. Вот здесь она еще не развитая. Здесь я ищу общую композиционную архитектурную форму для того, чтобы она работала с пейзажем. Если мы посмотрим на колонну, то увидим, что здесь есть 2 или 3 цвета. И 2 или 3 цвета, 3, наверное, да. Это вот эти цвета. Сейчас покажу. Один вот такой. Я им делаю первичный набросок. Если я нарисую вот таким цветом, то другими более темными цветами я легко могу перекрыть мой эскиз. И вот этот вот цвет, он уйдет в декоративность. Не будет большой проблемой, если он останется там. Что это нам дает? Это нам дает возможность корректирования вот этого вот эскиза. Нарисовали сначала чем-то светлым, вот такую вот форму. Я не буду там сильно заморачиваться и портить мой предыдущий рисунок. Нарисую такую закорючку. И вот таким образом мы можем ее откорректировать. И то, что мы нарисовали раньше, уходит в декор. И поэтому вот эта вот графика, она выглядит вот таким образом. Если используете более светлый цвет и более темный цвет, то вы получаете возможность корректирования вашего эскиза. Но что интересно, вы когда рисуете, вы рисуете сразу. Получается эффект сразу. То есть, клиент или вы, или зритель видит, как ваша форма приходит на лист сразу. И это очень интересно. И она может быть недоработанной. Вы можете взять более темный инструмент, вы можете взять более интенсивный инструмент и потом доработать то, что у вас есть на листе. А первое впечатление, первую эмоцию выкладывать на лист вы можете вот таким вот каким-то инструментом, который не создает интенсивную графику. И это очень удобно. Я часто пользуюсь этим моментом, когда у меня нет ясного понимания формы. Но в принципе можно оптимизировать вот этот вот момент и рисовать сразу начисто каким-то интенсивным инструментом. Но для этого нужно немножко попрактиковаться, чтобы у вас была соответствующая опытность. И для создания вот таких вот набросков
где я ищу форму, выверяю форму, делаю вот эти вот обрамления антуражем, зелеными какими-то моментами. Вот здесь я искал, например, форму башни. И мне нужно было понять, что у меня с шириной, что у меня с вот этими зубцами, куда могут прийти люди, что у меня с дверными и амбразурными проемами вот здесь. Как работает композиция между зеленью, которая приходит в эту форму, и самой формой. И вот здесь я искал все эти моменты. И искал, как вы видите, сразу же практически начисто. То есть, если у вас есть опытность в комбинировании простых форм, то вам легко делать вот такие вот эскизы. Вот здесь я рисовал кораблик. Я думал, какие могут быть пропорции по отношению к окружающему пространству, по отношению к человечку. Вот, например, человечек. Ну, он не очень похож на человечка, но да, это человечек. И делал большое количество пояснений. Для того, чтобы делать мой ландшафтный архитектурный проект, я собираю большое количество информации, оно интерпретируется вот в этих эскизах, и потом для того, чтобы объяснить логику моего рисунка, моей композиции, я делаю вот эти вот пояснения, и потом проговариваю с клиентом или с теми, кто участвует в проекте, всю вот эту вот историю. Видите, это супер просто происходит. Вот здесь я думал, каким образом может развиваться Skyline по руинам вот этой крепости. То есть вот вся моя перспектива. И вот здесь один сегмент, второй сегмент, третий сегмент. Я подумал, вот таким образом эта вся история может разбираться на небольшие фрагменты. И это может быть первичная, начальная история руин вот этой крепости. Я, может быть, сделаю отдельное видео, где я про этот проект пока рассказываю полностью, всецело, всеобъемлюще. Но тогда мне нужно будет показать еще большое количество больших, отрисованных в формате А2 графикой, перьевой ручкой листов. В общем, у меня сейчас их под рукой нету, поэтому я показываю на микрофрагментах, чтобы вот эта графика может идти в такую парадную графику, которую легко можно повесить на стену, и это выглядит прям как картина. Но в то же время это такая описывающая проект, архитектурная графика. Архитектурно-ландшафтно-пейзажная графика. И ее корни лежат в моей итальянской истории. Я смотрел на то, как работают монстры, и пытался понять, каким образом как я могу дорасти до этой истории. Вот, собственно, я показываю и рассказываю на практических штуках. Это все не очень может быть симпатичные штуки, можно рисовать намного лучше меня, это вообще без проблем, но это мой срез рабочей ситуации. И этот срез, он во всем вот этом вот скетчбуке. Прикол в том, что все выглядит вот так симпатично и может идти еще круче. И это техника, методика. И это продолжение вот этой странички. Здесь такой же разбор, более простые виды, чуть более примитивные. Это вот такое вот движение по проекту. Сначала мы разрабатываем вот здесь, потом переходим сюда. Те вещи, которые нам полезны были, уточняем, начинаем разрабатывать, детализировать. И получается такая графика, арт. И если мы посмотрим на вот эти вот отдельные моменты, они супер обобщенные, супер упрощенные. Если идти по этой истории, вот по рисованию таких человечков у меня есть урок на канале, можно посмотреть. По рисованию простых геометричных форм с использованием акцентов и ритмов. Почему вот такая вот простая примитивная графика выглядит эффектно? На этот счет есть свои законы. Смотрите у меня на канале или смотрите у меня в сервисе Boosty. Вот такой простой, примитивный, но очень симпатичный пример того, как вот работает вот эта вот графика, которую я преподаю. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мои бесплатные видеоуроки внизу по ссылке в описании, по ссылкам в описании к видео. Очень много, их просто там очень много. Около 1000, если ничего не путаю. Мои платные уроки, где все четенько разжевано, рассказано, делай так. На сервисе Boosty тоже ссылка внизу в описании. Подписывайтесь и экономьте свое время, свою жизнь. Вот. И у меня большая просьба, делитесь моим видео, потому что что-то не очень хорошо растет мой YouTube канал. Мне хотелось бы, чтобы больше народу узнало о таком типе графики. Спасибо огромное, что посмотрели. Всем хорошего дня. Пишите отзывы, что вы думаете. Это же несложно. Несложно делать такие штуки. Нужно попрактиковаться.
у меня большая история со спортом связана, я знаю, что решает подход. Вот он просто решает. Если впрячься, упереться, то это работает. В общем, вот, всем хорошего дня. Чао-чао, меня зовут Эдуард Кичигин. Всем пока.